Всем привет! Сегодня решила посмотреть на сахаре. Я вам до этого озвучивала то, что нам откроет этот сахар. Интересно. Для тех, кто будет говорить, что такого не существует, поверьте мне, существует. И на сахаре смотрят. Если хотите, и на грязи можно, и на том, на чем захотите. Итак, подумайте о себе, что вообще покажет этот сахар. Интересно. Для того, чтобы начать, мне нужно этот сахар откусить. Давайте посмотрим. Сейчас этот сахар должен раствориться. Ну как? Не то, что раствориться, он все равно будет выдавать. Что сахар покажет нам. Угу. К вам летит огромная новость. Огромнейшая новость летит. Причем светлая, хорошая. Здесь прям сам вышел орел. Скорее всего, эта новость летит издалека. Не исключая, что это связано с вашей семьей. Почему? Потому что здесь вышло, орел вышел и дерево вышло. Смотрите, глаз вышел. Кто-то за вами прям пристально здесь наблюдает. Имейте в виду. Кстати, смотрите, есть мужчина на расстоянии, вот она, женщина, стоит. Мужчина какой-то обиженный, пропасть между ними. У кого-то маленький ребеночек. Прям маленький, сладенький такой вот. Если маленький ребенок у вас есть, посмотрите, какой он сладкий здесь. Прям прелесть. Какая-то игрушка или что-то у него в руках. Смотрите, кто-то издалека на себе тащит какой-то груз. Кто-то издалека. Прям на себе какой-то... Кстати, здесь вышел велосипед. Кто-то на велике здесь ездит. Кто-то сладенькое любит. Кстати, прекращайте сладкое есть. Поправляйтесь. Опять вышел. Смотрите, кто у вас там ездит на велике, а? Посмотрите, на велике. Прям велик. Кто-то велосипед крутит. Может, это дети ваши или вы сами. Кстати, какие-то ключи вышли. Ключ, не знаю, кто-то, может, что-то хотел кто-то приобрести. Ключ вышел. Кстати, придут 3 новости. 3 новости, но они небольшие. Мелкие какие-то новости придут еще. Поступит какой-то звонок. Здесь вышел. Смотрите, четко здесь вышел треугольник. Вам кто-то здесь то ли перешел дорогу. Вот я не пойму. Причем это связано с треугольником. Кто-то перешел дорогу. Кстати, кто-то вышел здесь за рулем ездит. У кого-то предстоит поездка. Поездка какая-то будет. Может быть, кто-то из родственников к вам приедет. Ну вот машина вышла четко. Так, ну-ка скажи, а что у этой женщины будет, которая смотреть будет эту чашку с водой, либо тот мужчина? Что покажет нам сахар? Скажите, пожалуйста, что у меня здесь машина перед глазами? Машина, машина, машина. У вас поломка, либо что у вас там с машиной? Либо кто-то хочет поменять машину. Машина, машина. Вот она ездит прям кругами здесь. Машина, машина. До этого велосипед был, а сейчас машина выходит. Может, кто-то постоянно за рулем ездит. Почему? Потому что вот она прям маячит, маячит. Кто-то, например, хотел там поменять машину, он поменяет. Кстати, в прошлом, я вам скажу, над вами было как облако. Облако невезений. И знаете как?
как вот крест стоит. Это было в прошлом. Причем, вот знаете, интересно, это какие-то неудачи были, что ли, у вас здесь. Вот прям вот над этим облаком стоит крест. Может, это ваше прошлое плохое такое, то, что крест стоит. Не знаю, почему крест. Кстати, кто-то кого-то здесь ждет, как возвращение какого-то человека. Если вы мужчина смотрите, то женщину, на женщину переводите. Здесь какой-то вот этот образ, да, человека, мужчина здесь вот вышел, как отшельник, как будто куда-то ушел, но почему-то он возвращается. Интересно. Кстати, я бы на вашем месте обратила внимание на Луну. Почему-то у вас все события связаны с Луной. У кого-то здесь очень хорошая, кстати, интуиция. Очень хорошо. Это Луна же вышла здесь. Не просто так. Вот вы, ваши события именно в жизни с Луной связаны. Обратите внимание. Кстати, у кого-то из вас есть буква «Д» в имени. Либо в имени, либо в фамилии. Смотрите, одна, вторая новость идет. Они такие мелкие. Первая та будет большая, огромная. Есть те, кто, например, если у кого-то родственники живут из-за границы, какую-то новость получите от них. Деньги здесь есть небольшие. Знаете что, кто-то здесь потерялся из вас. Кто-то из вас здесь потерялся. Перед глазами прям как туман. Ничего не соображает. Смотрите, женщина. Кто-то рядом есть. У кого-то здесь есть животные дома. Это то ли дети, то ли животные. Кто-то рядом с этой женщиной. Вы что, уже потеряли веру в себя, что ли? Кто-то не верит уже в светлое будущее, а зря. Смотрите, здесь как происходит у вас как восход. Понимаете, это о чем говорит? О том, что уже вы какой-то болезненный здесь опыт прошли. И вот как вот знаете, как новое вдохновение на новую жизнь. Кто-то за вами здесь наблюдает, как тень. Вот он ваш, как тень, этот человек. А вы для него, знаете, кто? Вот для этого человека, как лучик солнца. Причем этот человек, он вас очень хорошо знает. Смотрите, а я вам скажу, в вашем имени есть буква А. И знаете, чем больше вы о нем думаете, вы его энергией подпитываете, этого человека. Посмотрите, вы какая здесь женщина со светлой аурой. Вы как ангелочек. Понимаете? А вы этого человека подпитываете. Он прям сосет из вас. Хм. Посмотрите, ангелочек. Женщина-ангел. И вот он выходит, как этот... Ну, темный. Вот вы, смотрите, светлый, а он темный выходит. Какой-то. И он все, знаете как, кто приближается, то если кому не выходит на контакт, он следит за вами. А у кого кто выходит, то он близко, то рядом, то близко, то рядом. Кстати, если вы его физически не видите, да, то третий человек какой-то, понимаете, вас увидел, позвонил к нему. Вот что-то здесь такое, сбор информации идет. Ох, женщина здесь. Подождите, сейчас разберусь. Опять треугольник вышел. Вас тут предали. Помимо этого, я вам скажу, здесь не один человек вас предал.
Вы видите, вы к этим людям спиной повернулись. Это не только один человек вас предал. Здесь несколько человек вышли. Опять вышел велик, катается. Не знаю, может, у вас дети на велике катаются. Велик. Велосипед. И еще давайте, знаете, что я добавлю воска. Здесь все равно у меня столько накопилось воска. Сейчас посмотрим, что этот воск нам что добавит. Интересно, расскажи нам, воск, про ту женщину. Ох, видите, какой черный дым пошел. Сейчас еще посмотрим. Ох, какой черный дым идет. Да, вам бы не помешало бы почиститься, в церковь сходить. Так, еще от воска добавим. Так. Вам все женщине здесь сердце разбили. Посмотрите-ка. Что здесь выйдет, интересно. У кого-то семья здесь разрушилась. Кстати, у кого-то там с кишечным трактом не все в порядке. Сходите-ка, проверьтесь. Знаете, что я вам скажу? У вас очень много доброжелателей. Без третьих лиц не обошлось. Тот человек, который разрушил ваши отношения. Я вам скажу. Смотрите, вот вы стоите. Знаете, женщина та, которая здесь через боль. Какую же вы здесь боль прожили? Понимаете? Но здесь женщина с таким багажом, да, знаний, опыта. Я вам скажу, то, что судьба у вас тяжелая здесь однозначно. Почему? Но с помощью вот этих неприятных событий вы очень сильно помудрили здесь. Видите, как вот она сидит, Богу молится. За спиной что у нее идет? Столько болезней, неудачи. Все было. Но зато пришла к духовному росту. А с кем вы были? Посмотрите, с кем вы были. Это не исключает, что это была ваша семья. Видите дерево? Либо те отношения, на которые вы рассчитывали, что он будет вашей семьей. А вы как будто были с тем человеком, который вас жрал. Видите, он как вот, смотрите, это как вот его клешня вышла, да? Даже не рука. Он как дьявол здесь вышел, с кем вы были. У вас столько здесь заморочек. Кстати, кто-то потерял ребенка. Но третий человек все равно был в ваших отношениях, к сожалению. Это я уже рассказываю, что на воске вышло. Что воск показывает. Здесь огромная тройка выходит. У вас что, 3 детей, что ли? Либо должно быть 3 детей. Тройка выходит. Вот именно с зачатием. С тройкой связано. Так, что здесь? Опять тройка выходит. Женщина с тяжелой судьбой. Кстати, кого-то мужчина мог избивать. Интересно. Здесь опять выходит, кто-то мог потерять ребенка. Сидит, мать оплакивает свое дитя. Причем ребенок был маленький. Либо он не родился, ну, в вашем чреве, да, погиб, либо он родился и погиб. Смотрите, вот сидит он, мать, и оплакивает новорожденного ребенка. Это, я так понимаю, это ваше прошлое показывает здесь. Посмотрите, вот он вышел, сам дьявол, это вы, он как будто тот мужчина, который рядом был. Если мужчина смотрит, значит женщина. Посмотрите, вы в эти отношения вкладывались, а он вам как будто, знаете, как кислород перекрывал. Он вас реально здесь мог бить. Мог бить. Понимаете, у вас самооценка
Здесь пошли проблемы. Посмотрите, вот он выходит как горбатый такой. Видите, как жертву свою держит и на нее руку поднимает. Видите, как. Кстати, не исключаю, что это дети, если у вас есть дети, либо один ребенок, все это видели. Он просто над вами издевался. И еще могу добавить, что он по пути пошел своего отца. Видите, локоть упирается в старого человека. Смотрите, скорее всего, он проигрывал сценарий отца. У них так принято в семье. Жестокие люди. А с ним у вас вообще... Кстати, вы с ним могли и болеть, и детей терять. Ну, может, аборты были, понимаете? Потери. Здесь вообще какая-то женщина вот с этим мужчиной. Она, вы знаете, как вот умирала. Внутри умирала. Организм, да, несмотря на то, что, может быть, вы молодая девушка, да, а вот организм, вот, будучи с этим мужчиной, да, вы себя чувствовали как бабка старая, рассыпалась. Здесь вот так выходит. Смотрите, вот она женщина, у нее в руках ребенок, а этот неприятный мужчина. Неприятный мужчина, да, он все время подавлял эту женщину и бил. Либо хотел побить. Понимаете, что? Еще могу добавить, что на это провоцировал еще. Смотрите, а вас все равно Бог любит. Видите, сам. Я вам скажу, знаете, вы от этого мужчины избавились, скажите слава Богу. Смотрите, на вашей стороне прям сам Иисус вышел. Кто-нибудь видит здесь? Вот он, Иисус вышел. Видите? Он вас уберег. Вы в этих отношениях были жертвой. Он был вашим палачом. Смотрите, вас как сам Бог уберег. Посмотрите, Иисус взял вас под свое крыло. Вас высшие силы защищают от этого негодяя. Вот сегодня сахар и свеча показали так. Не знаю, может, с кем-нибудь срезонирует. Может, вообще это не ваша чашка. Она же все равно не может подойти, да, всем. Кстати, в вашем имени буква Н, возможно, есть. Н, К, С. Либо имя, либо фамилия. Либо у мужчины какого-то К, С, Н. Буква Ф. Такое тоже не исключаю. Буква Л. Либо вашей фамилии, либо... Смотрите. Ой, ребеночек какой хорошенький вышел. Прелесть какая. Да девочка какая. Смотрите. У кого-то скоро день рождения будет, что ли. Тортик вышел со свечой. Либо прошел день рождения. Прошло день рождения. Буква К. Видите, как четко. Интересная чашка. Так, а здесь у нас... Ну вот он этот, извините, ублюдок вышел. Семья здесь рухнула. Либо у вас серьезные отношения. Но я вам скажу, все, что не делается, все к лучшему. Буква Я вышла. Кто-то из вас там, либо он, либо вы якали. Понимаете? Либо вы на данный период времени выбрали себя. Это тоже можете говорить об этом. Понимаете, как вы, к сожалению, состояли в отношениях с самим дьяволом. Но я вам показала то, что Иисус вас взял под свое крыло. Так что все, что было, это было, слава Богу. Кто сейчас только выходит из отношений с таким человеком, уходите. Уходите, нельзя терпеть, он вас прибьет. Очень жестокий. Буква В вышла еще. Убегайте от него. Убегайте, если вы на данный период времени с этим мужчиной находитесь рядом. Он вам всю жизнь погубит. А те, кто ушли, знаете, как я вам скажу, слава Богу. Жизнь не закончилась. В следующий раз посмотрю, что еще выйдет на сахаре, либо на воске. Либо совмещу кофе, таро, посмотрим. Итак, дорогие мои друзья, благодарю вас, кто побывал на этой чашке. Да? О, кстати, знаете что, скоро кому-то прилетит Купидон. Ожидайте.
кого-то предстоит новая любовь. Причем неожиданная. Неожиданная будет любовь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Также пишите. Я вас благодарю за обратную связь. Может, дай бог, кому-то эта чашка поможет выйти из той ситуации, в которой в данный момент находится. Все равно, вышли вы или только выходите, все равно не бойтесь. Если вы верите в Аллаха, все равно Аллах с вами. Если вы крещеный человек, верите, да, вы Иисуса, в Бога, Бог с вами. Вас сам Бог уберег. Вот такая у нас была чашка. И как всегда вам скажу, до скорой встречи.